Вена – один из самых красивых, элегантных и дорогих городов мира. Но несмотря на королевскую роскошь, в австрийской столице можно весело провести время, не потратив при этом целое состояние. Многое можно посмотреть абсолютно бесплатно или заплатив небольшую цену. В этом видео я расскажу о классных мероприятиях, интересных местах, посещение которых не пробьет дыру в вашем семейном бюджете, но оставят массу впечатлений. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и давайте начинать! Наша первая остановка – знаменитый Пратер. Это огромный парк, который занимает более 6 квадратных километров. Место насыщено историческими событиями, но при этом оно живое и настоящее. Впервые эту территорию упоминают аж в XII веке. Но парком для всех оно стало не сразу. Долгое время это были охотничьи угодья, а в целях борьбы с браконьерами вход и вовсе был запрещен для простого народа. Но потом случилось нечто, что я обожаю в истории – прогрессивный поступок. Император Иосиф II, видимо, был на той же волне, что и мы с вами, и в 1766 году открыл парк для всех и даже разрешил создавать на его территории кафе. С тех пор вход в этот парк бесплатный. Здесь вы можете устроить пикник, прогуляться по тенистым аллеям или покататься на аттракционах. Правда, за них уже придется заплатить. Самый знаменитый и старинный аттракцион – это Венское колесо обозрения, которое стоит тут с 1897 года. Если вы не сделали круг на Венском колесе обозрения, значит вы и вовсе не были в Вене, как гласит неписанный закон для всех туристов. Оно действительно является одним из символов Вены. С высоты почти 65 метров открываются захватывающие виды на город, но билет на одного обойдется вам в 14 евро. Но давайте будем откровенны. Подъем в ретро-кабине будет будоражить кровь, только если задумываться о том, как часто проходило техническое обслуживание колесо обозрения с момента основания. Но если Венское колесо – это спокойная классика, то для тех, кто хочет взрыв эмоций, Пратер предлагает более 250 различных стендов и аттракционов, которые гарантированно оставят у вас самые яркие впечатления. Здесь можно найти все. От головокружительных скоростей до адреналиновых прыжков. Некоторые из аттракционов разгоняют вас до 100 км в час буквально за секунды. Представьте себе, это как взлететь на спортивной машине, но вместо дороги небо и ветер в лицо. А как вам идея подняться на 117 метров в воздух, а потом кружиться со скоростью 60 км в час, любуясь великолепным видом на Вену? Или, может быть, вы хотите испытать ощущение, когда вас катапультирует в воздух со скоростью 80 км в час? Вот это действительно взрыв эмоций. Адреналин гарантирован, друзья. Но в жаркие дни ничто не сравнится с водным аттракционом. Он не только подарит вам кучу эмоций, но и отлично освежит. Если будете в Вене, не пропустите шанс проверить свои нервы на прочность. Ты готов? Готова ли ты? Не знаю. Давай готовься. Не попадай. Хорошо. Велосипедные прогулки по Вене – это не только удобный, но и бюджетный способ передвижения. А еще это возможность увидеть город с другой стороны. Идея гибкого обмена велосипедами зародилась именно здесь и с тех пор распространилась по всему миру. При этом Вена может гордиться еще и тем, что система аренды велосипедов продумана очень хорошо. В одном из своих предыдущих видео я уже рассказывала, как легко арендовать велосипед в Вене. Если вам интересна эта информация, ищите ссылку на это видео в описании. А сейчас давайте поговорим о том, почему исследовать Вену на велосипеде – это просто отличный выбор. Во-первых, это настоящий глоток свежего воздуха. Вена – удивительно удобный город для велосипедистов, с множеством велосипедных дорожек и красивых маршрутов. Велосипед позволяет вам быть мобильным, независимым и наслаждаться городом в своем ритме. Во-вторых, вы всегда можете выбрать свой собственный маршрут и исследовать те уголки Вены, которые вам интересны. Один из самых популярных маршрутов для велосипедных прогулок – это Ringstraße. Как следует из названия, эта улица идет вокруг Венского старого города и позволяет вам увидеть все главные символы Вены всего за пару евро. Благодаря тому, что велостанций по городу много, можно в любой момент сдать свой велосипед, например, возле здания Венского университета. Это не просто учебное заведение, это настоящий символ города. Является одним из старейших университетов Европы.
Здесь учились великие умы, такие как Зигмунд Фрейд. Но сегодня мы не будем углубляться в историю, вместо этого я покажу вам, почему стоит заглянуть сюда, даже если вы не студент. Сад в Венском университете – это настоящий оазис. Сюда можно прийти с книгой или просто насладиться зеленью и тишиной. Многие туристы даже не догадываются, что сюда можно прийти, отдохнуть от городской суеты, напитаться позитивными эмоциями, почувствовать себя частью чего-то великого. Если вам необходима мотивация для изучения новых навыков, обязательно сюда приходите. Вы ее получите в полном размере. В Вене есть отличная возможность посетить многие музеи и галереи бесплатно. Чаще всего это бывает в первое воскресенье месяца. Но будем честны, далеко не каждый музей, который открывает свои двери бесплатно, хочется посетить. Но есть и приятные исключения. Одно из них – музей Вены, который расположен на площади Karlsplatz. В этом музее есть постоянная выставка, и вход на нее совершенно бесплатный. Это настоящий хронологический тур по истории города, начиная с первых поселений и до наших дней. Но скучным музей точно не назовешь. Здесь установлены 5-метровая модель собора Святого Штефана, а над ней висит масштабная конструкция – кит, созданный натуральную величину. Можно найти макеты Вены разных эпох, рассматривать их очень интересно. В музее представлены также макеты квартир и домов, которые показывают, как жили венцы в разные времена. Картины и гравюры, изображающие исторические виды Вены. Можно отследить, как менялась мода в одежде, дизайне и архитектуре. И еще огромное количество интересных экспонатов. Помимо основной экспозиции, на верхнем этаже музея регулярно проходят специальные выставки. А еще здесь есть в свободном доступе терраса. Отсюда открывается потрясающий вид на Karlskirche. одно из самых знаковых зданий города и яркий пример австрийского барокко. А возможность посетить музей Вены, насладиться этим видом, не потратив при этом ни цента, делает это место обязательным для посещения. Так что, если вы хотите как следует погрузиться в историю Вены, не потратив лишних денег, обязательно загляните в этот музей. Вена – это не только музей, архитектура и история, но еще отличное место для пляжного отдыха. Да-да, вы не ослышались, для пляжного отдыха. Я расскажу вам, как в самом сердце Австрии можно освежиться и отдохнуть, не хуже, чем на побережье. Начнем с маленького совета для тех, кто не хочет тратить лишние деньги на воду. В Вене можно пить чистейшую альпийскую воду прямо из-под крана, поэтому можете смело забыть о покупке бутилированной воды на время поездки. А если окажетесь в кафе, просто закажите. Leitungswasser. Или Tap water. и вам бесплатно принесут воду в графине. Но будьте внимательны, если не уточните и просто попросите воду без газа, вам могут подать дорогую бутилированную. Теперь, когда с питьевой водой все понятно, давайте поговорим о том, как по-настоящему освежиться в Вене. Может показаться удивительным, но в Вене есть свои пляжи. Да-да, прямо в городе. Вдоль Старого Дуная оборудованы пляжи, где можно не только купаться и загорать, но и заниматься водными видами спорта. Причем все это либо бесплатно, либо за символическую плату. Так что, если на улице стоит жаркий летний день, самое время отвлечься от просмотра достопримечательностей и отправиться на пляж. Здесь есть все, от шезлонгов и зонтиков до кафе. И все это в окружении городской красоты, где Дунай плавно вписывается в городские пейзажи. Вена – это действительно город, который умеет удивлять. Кто бы мог подумать, что здесь, вдали от моря, можно устроить настоящий пляжный отдых. Так что, если вы ищете место для расслабления и восстановления сил в жаркий день, смело отправляйтесь на один из венских пляжей. Главное, не забудьте взять с собой хорошее настроение. Еще одно интересное место, которое поможет вам освежиться, это бассейн в Шорбруне. Потрясающее место. О нем я тоже рассказывала в другом своем видео о Вене. На моем канале их несколько, пожалуй, на все оставлю ссылки в описании. В Вене есть отличные шикарные рестораны с потрясающими видами. И чем шикарнее будет вид, тем выше будут цены. Но есть отличный вариант поужинать с одним из самых живописных видов в Вене. Votivkirche. Это неоготический шедевр возвышается своими двумя изящными шпилями, создавая уникальную атмосферу. И мне кажется, это идеальное место, чтобы устроить пикник. К тому же в 2 шагах находится отличный супермаркет. Если вы думаете, что все супермаркеты одинаковые, то венский шопинг вас точно удивит. Это магазин популярной сети Spar. Особенным его делает месторасположение. Раньше здесь было главное здание Венского банка.
Там, где в прошлом были сейфы банка, теперь можно найти совершенно другие сокровища. Деликатесы со всего мира в сочетании с лучшими продуктами Австрии. Так что это не просто место, где можно купить продукты, а настоящий гастрономический тур по Австрии. В супермаркете мы потратили 7 евро. Что мы за эти 7 евро имеем? 2 безалкогольных радлера, большой сэндвич, вилки и салат с киноа и зеленью. Также у нас имеется великолепный вид, а еще живая музыка. А салат-то неплох. Единственный минус, по-моему, наш радлер уже кто-то пьет. Смотри, как она там весело плавает, бултыхается. У кого-то здесь прям вечеринка, кто-то купается в ванне из радлера. Ну что поделать. О том, что в Вене можно посмотреть оперу всего за пару евро, знают многие. Для этого в день представления нужно отстоять примерно 3-часовую очередь. Если вам повезет и перед вами не выкупят последний билет, то вы сможете насладиться грандиозным шоу. Но учтите, что в этот день вам придется много времени провести на ногах, потому что места за такие деньги только стоячие. Что не сделаешь ради великого искусства. Но есть в Вене и альтернативные варианты. Например, можно абсолютно бесплатно попасть на концерт Pink и Леди Гага, и даже на балет «Острых козырьков». Правда, последнее представление лично у меня вызывает вопросы. Летом возле Венской ратуши проходят бесплатные концерты и киносеансы под открытым небом. Конечно, это не совсем то же самое, что посетить настоящий концерт, но атмосфера здесь просто потрясающая. Все благодаря огромному экрану, отличной акустике и зажигательной публике. На крупных концертах мировых звезд, как показывает опыт, самих исполнителей часто не видно. Зрители все равно смотрят на экраны. Хотя, конечно, экраны и энергетика там в разы мощнее, но тем не менее. Так что отбрасывайте скептический настрой, возьмите плед, закуски и приходите заранее, чтобы занять хорошее место. И даже если вы решите посетить Вену в другой сезон, ничего страшного. На этой площади всегда проходят интересные мероприятия. Здесь же устанавливают многочисленные павильоны и киоски с едой со всего мира. Но это, конечно, весело, но далеко не бюджетно. Так что расскажу об этом в других видео. Если у вас есть идеи и советы о том, как весело и бюджетно провести время в Вене, обязательно пишите их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока!